Ты медитируешь годами, слушаешь просветленных, ходишь на ретриты, сатсанги, и все равно чувствуешь, что что-то не хватает, я скажу тебе почему. И это разрушит все твое представление о том, во что ты верил. Практики работают, но совершенно не так, как ты думаешь. Кириллов Сергей, канал Предназначение. Итак, все духовные практики – это вообще все. Это то, что происходит внутри ума. Это определенная ступенька, определенный этап. И ни одна духовная практика не может вывести за пределы ума. Это можно сравнить с тем, как есть комната, и вопрос, как мне переставить мебель в комнате, чтобы выйти из комнаты. Ответ очевиден. Вот духовные практики, они занимаются тем, что переставляют мебель в комнате. Полезно ли это? Да, полезно, потому что комната становится более комфортной, более обитаемой, более соответствующей тем представлениям, которые должны быть. Связано ли это с выходом из комнаты? Нет, не связано. Это как физкультура и математика. Одно не ведет к другому. Это параллельные абсолютно процессы. Это не значит, что нужно бросать практики или не бросать. Это значит, нужно четко понимать, что ни одна практика не может привести к состоянию, к опыту, который называют просветлением. И практики, которые сейчас особенно популярны, ну, вот насколько ко мне доходят люди, это практики присутствия в моменте. Вот все практики присутствия в моменте, абсолютно все, как и любые другие практики, это некое механическое повторение вот этого опыта присутствия, опыта просветления. То есть это то, как ум понимает и воспроизводит на физическом, на психологическом уровне то состояние, которое является самым естественным и в котором сам ум отсутствует как элемент управления. Он присутствует просто как инструмент, но не является основой. Вот практики присутствия в моменте – это как, а это с точностью да наоборот. Это когда ум является главным, и через него происходят на уровне физиологии, на уровне психики происходят какие-то как бы изменения. Это как ребенок, который одевает костюм взрослого, и он думает, что он взрослый. В чем-то он действительно похож на взрослого. И, возможно, многие его сверстники его не узнают и подумают, что это взрослый, особенно если возраст соответствует, рост и прочее. Но в поведении, в каких-то фразах, в логике любой действительно взрослый, он увидит несостыковки, он увидит такие несоответствия между тем, что может говорить взрослый, между логикой взрослого и логикой ребенка. И вот точно так же после прохождения всех практик, особенно в моменте и всех остальных, из опыта видны вот эти несостыковки, которые проявляются в речи, проявляются в каких-то сравнениях, проявляются там, где логика ставится на первое место и логически не склеивается. То есть видно, что это не из опыта идет, а из ума. Вот некоторые просто посвящу, о чем вообще говорю, о каких несостыковках идет речь. Например, мы все одно, мы все единое целое, божественное сознание, или мы все Бог, или мы все вообще единая энергия, мы все. Если услышали, я попытался выделить, но повторюсь, смотрите, мы все. Значит, тот, кто говорит, он уже разделяет себя, обособляет на себя и других аналогичных. Он уже видит себя не как единое целое, а он уже видит себя как некую обособленную часть, видит
другие обособленные части, а потом он все вот эти обособленные части умом соединяет и говорит, что вот эти все обособленные части – это единое целое. Это чисто умственное соединение. Человек, который находится в опыте, он не скажет такую фразу. Или скажет ее, но она будет совершенно иначе звучать. Вот как раз вот такие несостыковки, они выдают реальное ощущение и интеллектуальное, умственное. То есть выдают ощущение копирования, а не ощущение реального проживания. Или фраза, например, «Я Бог, мы все боги». Я думаю, здесь понятно, да, про «мы все». И когда я Творец, я могу исполнять все свои желания. Из опыта сразу видно, прям вот видно, что вот такое построение логики, да, что я Бог, я могу исполнять желания, я хочу, мне надо, я сейчас сделаю себе, но видно, что это не идет не из опыта, не из состояния пробуждения. Это идет из ума. Да? Ум, ему всегда что-то нужно, и ему важно достичь того, что нужно. Это состояние ума, потому что ум – это и есть орган, который умеет достигать чего-либо. И вот само построение вот этой фразы, сама вот эта вот передача, вот этого – это просто фраза ума. Но эта фраза цепляет другие умы, потому что с точки зрения ума, как органа, который достигает чего-либо и создан для того, чтобы чего-либо достигать, это кажется якорем, это кажется звездой, это кажется, о, классно, и я так хочу, и я хочу достигать, и я хочу просветления, и я хочу там много вот этого, все хочу. Сейчас я буду просветленным, и сейчас я как все вот это дополучу. Это абсолютно умственное восприятие. И из состояния опыта видно, это как бы очевидно. Или еще одну вот ловушку посвящу, что все есть любовь. Вообще все есть любовь, я есть любовь, или там я есть энергия, все есть энергия, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть с точки зрения ума абсолютно логично, абсолютно логично. Все, оно любовь, еще что-то такое. Но с точки зрения нахождения в опыте видно, что это просто идет отождествление. Отождествление ума – это интерпретация ума того состояния, в котором ума нет. В состоянии пробужденности ум, он играет лишь определенную роль, одну из, но является просто инструментом. А все вот эти выражения, они ставят ум во главу, они пытаются логически связать то, что есть, с тем, чего нет. И возвращаясь назад, да, это попытка переставить мебель в комнате. Как бы говоря, что в комнате нет мебели, например, выкидывая мебель из комнаты. Вот я просветлен, у меня в комнате нет мебели. Но это все та же комната. А просветление – это выход из комнаты. И неважно, есть там мебель или нет. Неважно, порядок в комнате или не порядок. Это про другое, в принципе про другое. Оно одно из другого не следует. И практики, которые совершаются, они не ведут к просветлению и не ведут к просветлению. Это абсолютно параллельные процессы. Тот, кто не практиковал, он ничего не упустил. Тот, кто практиковал, он тоже ничего не упустил. Это абсолютно параллельные вещи. Есть один плюс в практиках. Один, который можно сказать, что он есть. Нужно практиковать до тех пор, чтобы понять, что это точно не то. Если не практикуешь, то есть ощущение, что я сейчас практикую и получу просветление. Но когда долго-долго практикуешь, и когда ты можешь вернуться к своему опыту и сказать, что у меня большой опыт практик, медитаций, дыхательных, вообще чего только угодно, но я не просветленный, я не получил этот опыт. И вот в этом цель практик любая. Показать, что это точно не то. Просто когда практик много, то в этом есть уверенность, точно не то. А когда их нет, есть иллюзия, что вот я сейчас попрактикую, и у меня этот опыт произойдет, и я там стану просветленным. Опять же, представление чисто умозрительное. Есть такое упражнение, оно чисто механическое, но на нем понятно,
может быть, больше то, о чем я говорю. Как максимально расслабить мышцу тела? Как максимально расслабить? Вот любое расслабление, которое вы говорите, что вот я расслабил максимально, оно будет все равно не максимальным, потому что всегда можно еще больше расслабить, еще чуть-чуть, но всегда будут какие-то границы. Но если вы мышцу напрягли настолько, что просто больше физически нет сил ее напрячь, вы просто уже все, она уже, вы не можете ее больше напрячь, даже если захотите. Вот в этом состоянии мышца максимально расслаблена. Не потому что вы считаете так, а потому что она просто больше нет сил ее напрячь. Вот задача практик, если так грубо сказать, это настолько напрячься, чтобы понять, что это точно не туда. И вот тогда наступает расслабление. Как не пропустить этот момент? Как сократить вот этот путь постоянного напряжения и сразу перейти в ситуацию, когда почувствовать вот это расслабление возможно, я рассказываю в своем канале, и есть специальный курс. Потому что состояние полного расслабления – это абсолютно естественное состояние. Подписывайтесь на телеграм-канал или группу ВК, и там можно задать вопросы мне. Я подсвечу конкретно вашу ситуацию, скажу, как в вашей ситуации можно пройти самым коротким путем и получить опыт пробуждения. И также в канале я рассказываю про разные ловушки, которые на этом пути встречаются.